Здравствуйте. Сегодня случайно я наткнулся на очень интересную партию. Ну вот хочу историю чуть-чуть рассказать. То есть видел я интересную идею, потом я посмотрел по базе, и вот эта идея была более ярко в этой партии. Я сейчас покажу вот один из основных ходов, но ради этого хода одного несмотрельную партию, то есть там в конце, ну я вам покажу не в конце, в окончании, можно сказать, Миттельшпиля, начиная с Миттельшпиля, в окончании тоже интересные идеи были, поэтому мне захотелось вам показать эту партию. Это был чемпионат Украины 1990 год, белыми играл Михаил Краснянский, ну, очень известный он игрок был, особенно на юниорских чемпионатах. Это Харьковская школа, и я еще даже встречался с ним, когда играли за круга в Голландии, но это вот, по-моему, 90-е, да, там я одно время играл, 90-е годы, может даже 92-й, я не помню, но мы играли с клубом, за который он играл. Ну, насколько я помню, он где-то тогда учился, то есть либо во Франции, либо, ну не знаю точно, вот я не могу утверждать. Но вот интересно, как у него тоже судьба сложилась, потому что я давно не встречал именно упоминания о нем. То есть если кто-то знает с украинских шашистов, кто-то слушает это видео, ну чуть-чуть бы, может, что-то написали, возможно, может, в каком-то другом формате, то есть видео. И второй момент, я вот хотел бы, кстати, вот сегодня обращаюсь к украинским шашистам, играл черный Бабков И. Ну, то есть, вот я, к сожалению, не знаю конкретно имя, вот мне бы интересно, во-первых, имя узнать, ну и возможно, что родственник Бабкова Юрия, то есть, вот, к сожалению, я этого не знаю, потому что с Юрой мы играли вместе еще на чемпионатах ЕВЦ-СПС, то есть потом чемпионаты мира еще играли, юниорские, то есть первенство мира, давайте я буду так люблю правильно называть, все-таки мне больше нравится это название первенства мира. Ну вот, возможно, что либо родственник, может даже отец, я вот не знаю. Ну пусть бы мне написали, то есть, ну, они не обидятся, что я не знаю, к сожалению. Как-то не встречался, но интересно было бы узнать. Итак, чемпионат Украины 1990 год. Давайте я, наверное, сначала все-таки партию покажу. И потом будем смотреть дальше идеи. Я покажу какой идеей я начал эту партию смотреть. Ну вот она такая, очень интересная партия получилась. 35-30, ну вот такой вот подхват, дабы интереснее игра была. 9-13, 19-20, 37. И вот первый интересный достаточно ход нестандартный, вот ради чего я начал смотреть эту партию, 42-37. То есть идея хода это какая? Чтобы где-то все-таки пойти на 34, потом выйти и выигрывать шашку вот эту. То есть видите, какой интересный ход. Ну, наверное, кому-то будет достаточно интересно вот этот розыгрыш этой позиции. 4-9. Ну, то есть пока идея, конечно, основная связана вот с этими ходами, то есть это не очень хорошо все. Естественно, вот эта группировка остается 39, давайте я поставлю вопросительный знак, вот покажу вам. И вот 47-42, покуда он не спешит, хотя уже было, наверное, вторжение, я думаю. И вот здесь, не знаю, либо 15-20 ходить, но потом, в конце концов, наверное, 11-17 и будет. Но он вот выждал, покуда 47-42. Это достаточно, наверное, логично все, потому что вот подождал именно хода черных. Черные пошли 15-20, и вот пока опять 39-34 тоже хороший выжидательный ход. Ну, наверное, вот давайте 2 плюса поставлю все-таки. 47-42. Выжидательный ход хороший. 39-34. Ну вот раньше манера такая была. Не спешили делать. То есть, с одной стороны, есть моменты, когда надо очень быстро решать задачу, а с другой стороны, вот надо выждать, какие ходы сделают черные. 19-24, ну вот видите, практически вот это вынужденные ходы.
Есть, наверное, 9-14, есть 9-14. Тогда вот этот опять надо смотреть ход 27-22. Ну, на 9-14, может, и 5-10 здесь есть ход. Ну, может, да, может, не единственный, но тоже бы интересная позиция была. Да, 9-14 есть, конечно, ход. Так, давайте посмотрим. Если 27, то вот интересует, наверное, больше 5-10. А нет, я виноват, наверное. Ой, нету этого хода 5-10. Да, совсем нету. Я чуть-чуть, да, после русских шашек тут момент один есть. Вроде бы не должен перенос вот такой вот отрицательно быть. Ну да, я вот кое-что не видел здесь, к сожалению. То есть это связано именно с размером доски, я честно скажу. То есть 5-10 нельзя, конечно, ходить. Здесь надо 11-17 меняться. Но вот играть эту позицию. Хотя вот такая позиция, конечно, 20 так. И, наверное, если сюда бить, наверное. Так, тогда получается вот эта вот позиция 17-22. Ну да, вот вторжение, интересная позиция. Так, может здесь другой бой есть? Давайте посмотрим. 28. Ну, все равно, наверное, здесь да, сильной разницы нету, получается, сюда. То есть такие варианты получаются. 19, 24, 27 и вот 11, 17. Но здесь уже угроза стоит непосредственно, поэтому надо 11, 17. И 32, 28. Вот эти вот ходы. Ну и 29, конечно, шашка не очень хорошая здесь. Надо заботиться об ней. 43, 39. То есть уже идея такая есть. И подойдет тоже очень опасно. Подойдет 46. И потом какие-то есть нападения. Есть 39, 33. То есть здесь все непросто. Ну вот 39 не ходит. Так, 46, 41, 5, 10. Ну здесь сразу непонятно. Если кто-то вот покажет действительно вариант, может какой-то сразу, который позволяет получить преимущество белым, то укажите, пожалуйста. Потому что я так вот сразу, честно говоря, ну я здесь середину не сильно внедрялся. Не сильно смотрел, очень быстро смотрел. Буквально за секунды каждый ход. Ну вот так вот сразу какого-то прямого плана, чтобы выиграть, наверное, я и не видел, я думаю. Какие-то мысли были, но вот посмотреть, чуть-чуть когда посмотрел, то есть сразу я, честно скажу, не видел ничего. 31, 27, 9, 14. Ну вот, позиция, конечно, 27, 22, 12, 18 и 31, 27. Ну вот здесь вот интересная хода. Давайте уже с этого момента начнем смотреть. Если 8, 12, то если ходить 28, 23, надо временно здесь пожертвовать. И 12, 17. То есть непонятно, как здесь ходить. Есть 33, 28 ход. Конечно, есть 32. Но если 32, сразу вот эта вот идея идет практически. Вот эта вот идея. И здесь, естественно, у белых ничего нету. Давайте один момент посмотрим с 33, 28. Но тоже, видите, будет дырочка сразу на 37. Наверное, тоже 14 и... Не знаю, 38 тогда, получается, сводится к этой позиции. То есть не вижу я тут каких-то вариантов за белых. То есть, скорее всего, надо будет 48-42 ходить. И вот 3-9. Получается так. Здесь опять, если нападать, то получается... тогда можно просто провести, да. Тогда вот можно просто провести вот этот удар. Так. Что тут? Так,
30 надо. Вот у меня позиция очень интересует, честно говоря. Ну вот. Здесь получается белые без шашки. Ну вот здесь, наверное, ничего не будет, скорее всего. То есть вот эта вот идея грозит на 21. То есть такой момент. Так, 8-12, давайте дальше, что я хотел показать. То есть 42-37 и 24-30. Вот это вот удар, да, я вам хотел показать, важный момент. То есть уже забыл ход мысли, что я хотел показать. Я хотел показать вот этот именно удар, что есть. То есть 7-11 и так далее. Но здесь всего получается черные без шашки. Я думаю, что ничейная позиция. Какие-то можно, конечно, идеи подстраивать здесь, наверное. Давайте таким образом. Вот 40-34, то есть, если, допустим, на 42, так, на 42, да, 16-11, ну вот надо здесь ввести эту шашку. 39 и, наверное, 19-23 на 6. Ну так, какие-то есть на мысли, но я думаю, что, скорее всего, позиция ничейная, как я уже говорил. И 47 сюда поставить. Да, вот такая вот позиция получается. Идея вот в партии. Так, 14-19. Давайте будем смотреть партию. 22 на 17. И вот здесь опять интересная мысль. 18-23 именно пойти. То есть 8-12 было в партии, 18-23. Идея такая. Приглашаем в дамки. И вот именно приглашение в дамки, оно, если будет принято, то оно не очень хорошее, потому что дамка ловится. Ну вот такая вот еще интересная мысль, то есть одна из интересных мыслей по ходу этой вот партии, вот это вот в аналитике. Ну а здесь 39-34, хочу сказать, что позиция плохая, конечно, у ученых, потому что вот эта дырочка есть, и будут постоянно здесь пробивать. 7, 27, 22 и вот здесь вот лишняя шашка получается. Но я не знаю, здесь обязаны, не обязаны они здесь на 7-12, наверное, скорее всего. Есть этот ход, надо смотреть, конечно. Но опять здесь 27, 12-18 и, наверное, даже вот этот вот ход есть. Давайте посмотрим. Я почему говорю, что, наверное, тут я, честно говоря, не глубоко тут вникал в эту позицию. Ну да, здесь, не знаю, 14 на 10, естественно, лишняя шашка. Я думаю, что позиция очень хорошая у белых будет. Так, давайте посмотрим 8-12. И вот меняемся. 48. Но, в принципе, черные, я считаю, что достаточно неплохо, кстати, оборонялись здесь. 37, 17 и 31-26. Вот, получилась эта позиция. Ну, здесь получается две лишних у белых. Конечно, позиция черных достаточно тяжелая, но вот они быстро, к сожалению, проиграли, но могли они продолжать сопротивление, то есть на 50. Вот здесь вот две лишних, но можно было эту позицию, наверное, играть еще. Хотя я, честно говоря, думаю, что все-таки должна быть выиграна у белых она. Если что-то может четко сейчас с компьютерами, да, ну вот если играть чисто человеку, конечно, с человеческим мышлением сложно здесь ничью сделать, если только, ну, я бы сказал, повезло бы, наверное. Ну вот здесь 30-35 пошел, и здесь, конечно, проиграно сразу, то есть 32-28 сдался здесь, 30-35, вот таким образом. Так надо было 49-44, наверное, вот. Есть этот вариант, но все, видите, все получается, все без двух шашек, и поэтому позиция, конечно, плохая. Я не думаю, что здесь что-то есть, то есть это только бы продолжил, может, сопротивление на пару ходов, то есть здесь все тоже очень плохо. Не знаю, даже, ну, 30-35 я поставил, то вопрос, в принципе, два вопроса, но я думаю, что здесь позиция проиграна. Ну, вот такая вот интересная партия была.
Михаил Краснянский с Бабковым, но и вот я надеюсь, что вы мне скажете, как зовут. Все-таки, потому что я извиняюсь, ну не знаю просто. И родственник ли Юры Бабкова. То есть это тоже достаточно интересно. Так, ну вот, интересно, наиболее интересно такой 42.37. Ну и вот в аналитике здесь вот этот момент тоже интересный. То есть приглашение к дамке. Итак, до новых встреч.